Всем привет! Добро пожаловать на мой YouTube канал Империя Таро. Для личного расклада обращайтесь ко мне либо в Instagram, либо на WhatsApp пишите. Как можно будет со мной связаться, мои контакты будут в описании к этому видео. И также вчера связано с прямым эфиром. Были технические неполадки. Это, я так понимаю, связано с ретро-меркурием. Так вот техника вылетает из строя. Так, сегодня давайте посмотрим на такую тему. Почему он молчит, либо нет. Что бы он хотел бы вам сказать, но молчит. Вот так, да. Так, что за мужчина пришел? Что за мужчина пришел к нам? Так, мужчина, который вас разочаровал. Однозначно, либо обоюдное было здесь разочарование. Ой, эти отношения были настолько тяжелые, да. Либо на данный период времени мужчина пришел тот, который сейчас вот... Смотрите. Вот он вообще сам по себе яркий, да, харизматичный мужчина. Возможно, моложавый, может, молодо выглядит, да. Но у этого мужчины на данный период времени очень много проблем. И в чем-то он разочаровался. Так, у тебя разочарования с чем связаны? С чем связаны? Связаны с женщиной. Женщина находится на расстоянии. Так. Все ясно. Разочаровался в женщине, с которой у него были отношения, но эта женщина от него отошла. Женщина закрылась. Женщина, скорее всего, да, раскусила этого мужчину, что мужчина здесь такой победитель. Захотел, победил, и все. И также и свалил. Мужчина тот, который на два фронта, любитель сидеть на 2-5 стульях. Но женщина здесь поняла. С этим мужчиной у этой женщины отношения закончились. Так, а почему закончились эти отношения? Это было связано с треугольником. Причем длительное время. Возможно, вы не знали об этом. Когда узнали, соответственно, попросили. Такое тоже не исключаю. Ну и, во-первых, я вам скажу, здесь все равно отношения какие-то были как болото. Ну, длительные отношения. Так, почему все-таки у вас отношения с ним закончились? Почему? А здесь мужчина конкретно за счет вас самоутверждался. Он как будто с вас энергию всю высасывал. Мужчина вами манипулировал. Мужчина... Он только делал то, что ему выгодно. То, что он хотел. Так все-таки почему еще у вас закончились отношения? Мужчина был безответственный. Безответственный, скорее всего, очень легко относился к вам. Да? Просто у вас, знаете, как... Вот эмоции, да, были здесь. Но помимо этого еще и страсть была. Но и помимо этого еще и мужчина как-то как дурак относился. Вот дурак недоделанный какой-то. Почему инфантильный? Он идет не зная куда. Вот такой вот мужчинка здесь. Так, если с вами он срезонировал, этот мужчинка, то давайте будем смотреть, что бы он хотел вам сказать, но молчит. Ну давай, признавайся. Что ты хочешь передать этой женщине? Так, несмотря на то, что мужчина от вас ушел, да, но ушел в будущее, мужчина все равно к вам очень хорошо расположен. Он помнит то, что он как с вами здесь поступил. Поступил некрасиво. Может, предательство было, может, воровство было. Ну, какой-то очень поступок такой вот с гнильцой, я бы сказала бы, да. Он поступил как, вот, не знаю, не как зрелый мужчина. Вот сейчас он, может быть, думает о том, надо было не так жестко бы с вами так поступать. Что ты хочешь передать еще этой женщине? Но молчишь. Что ты хочешь передать этой женщине? А я тот, который гоняюсь только за своими мечтами. Я люблю учить. Ты понимаешь, что в первую очередь я люблю себя. Я люблю себя. Я считаю, всегда со мной очень сложно.
меня переубедить в чем-то. Я всегда прав. Почему? Потому что я в первую очередь прислушиваюсь к себе. Я люблю нравоучать. Да, у меня очень сложный характер. Я эгоист, и я прекрасно об этом знаю. Что ты еще хочешь передать этой женщине, которая смотрит? Ну, на данный период времени он говорит, я не знаю, что передать. Я знаю то, что я должен ей вернуть деньги. У нас на данный период времени тупик в отношениях. Кстати, и я ее вижу в качестве своего шанса тоже. Но при этом я закрываюсь. И она меня не видеть, не слышать не хочет. Я ей должен. Что ты еще хочешь передать? Я ее обманывал. Я от нее уехал. Уехал к женщине. Эта женщина тайная была. Я променял ее на другую женщину. И около меня есть еще одна женщина. А кто эта женщина? Ага, нет. Это женщина вы. Здесь мужчина говорит о том, что он просто вас променял. Променял на ту женщину, которая была тайная. Тайная была женщина. И я своей женщиной, которая моя главная императрица, я ей манипулировал. И она собрала всю волю в кулак и отошла от меня. Но и еще я скажу, что меня к этой женщине все равно тянет. Тянет. Что ты еще хочешь передать? Я эту женщину и люблю, и ненавижу. У меня столько агрессии внутри. Меня прям сводят вот эти вот мысли. Я ее прям убить, прибить хочу. Понимая то, что я от нее зависим. Я как волк вою на эту луну. И внутри у меня вот все горит. Я постоянно с ней соперничаю. Внутри сам с собой соперничаю. Я дьявол. И меня эта женщина сводит с ума. Я повязанный. Я люблю командовать. Я могу, кстати, поднять спокойно руку. Для кого-то он признается в том, что если он вас бил, то он таким и остался. Мужчина здесь очень такой агрессивный. Но еще я вам скажу, этот мужчина может вам говорить о том, что он попался под влияние другой женщины, которая могла что-то на него сделать. Что-то у него с психикой какие-то здесь проблемы. Что у тебя? Ну-ка скажи. А что ты хочешь еще передать? Вот что ты думаешь о своей императрице? Что ты о ней думаешь? Я очень злюсь. Злюсь. Почему? Потому что я понимаю, помимо нее, у нее, наверное, есть еще кто-то. И меня эта ситуация очень сильно злит. Ой, это настолько злит. Почему? Потому что я собственник. Ну и в том плане я очень жадный. Я не могу никак контролировать ее. Что-то еще. Он думает о вас, что у вас кто-то есть. Что ты еще о своей императрице думаешь? Возможно, вам кто-то помогает. Что у вас, он думает, что да, есть свои трудности, но у вас какие-то есть отношения. Какие-то отношения есть. Помимо этого, у вас очень много обязанностей. Что ты еще думаешь о своей императрице? Она победитель. Она очень яркая, она очень сильно изменилась. Она победитель. Это же надо так. Она моя судьбоносная женщина. Она судьба. И сейчас как будто фортуна в ее сторону улыбнулась. Она такая... Она ходит, она уверенная в себе. Красивая. Вот от нее веет теплом. Она очень изменилась. Что ты еще хочешь передать? Что ты о ней еще думаешь? Но я от своего не отступаю. Я с ней холоден. Все по справедливости. Меня просто это бесит. Я ее хочу наказать. Если это ваш супруг, с которым вы судитесь, да, то он говорит то, что я хочу с ней по справедливости поступить. Если это не супруг, вообще хочет с вами поступить по справедливости. А почему ты на нее злишься так? Почему злишься? Злюсь на нее. Почему? Потому что, я так понимаю, скорее всего, я ей больше не нужен. Что-то она похорошела.
Что-то ей без меня очень даже хорошо. А я как на отшибе остался. И как будто она меня не выбирает. Она какая-то стала более яркая, красивая. Меня вот это вот бесит. Бесит. Не нужен как будто я ей. Что-то не борется за меня. Хорошо, а какие у тебя чувства к этой женщине, которая на тебя сейчас вот... Которая не смотрит на тебя, не обращает внимания на тебя. Какие чувства у тебя к ней? О, надо же. Ну, чувства здесь, знаете, какие. Он понял одно, что, конечно, было с вами очень хорошо, да. Если треугольник, да, ну, вообще было с вами очень весело проводить время. Ну, для него, может, он понял то, что он вас любит, но чувства какие-то испытывает. Это как кара небесная для него, это открытие. Так какие у тебя все-таки чувства к этой женщине? Ну, я понимаю то, что я ей больше не нужен. Чувств? Не знаю. Но она потеря для меня. Возможно, не исключая того, да, что вы, опять скажу, пребывали в длительных отношениях, да, и вот мужчине конкретно вот вас как будто не хватает, не хватает. Либо его чувства здесь, знаете, как... Он вообще человек бездуховный, конечно. Так все-таки чувствую к этой... Есть у тебя чувства? Трансформация сейчас. Трансформация. Его сейчас больше интересует материальное. Но и вас тоже. Вы его не ждете, понимаете? Вы себя как будто выбрали и довольны этим. А у него к вам чувства, ну такие, да, ну трансформации находятся, потери какие-то. А на подсознании чувства какие у тебя? Что ты думаешь о ней на подсознании? Секса хочется. Нет, влюбленность есть все равно. Но мужчина хочет, чтобы вы были и еще кто-то был. Но чувства к вам есть, да. Общаться хочет с вами, может встретиться. Взаимодействовать с вами хочется. Почему? Потому что нужна ваша энергия, подпитка нужна. Секса хочется с вами. Хорошо, а что ты от этой женщины хочешь вообще? Что ты хочешь от нее? Скорее всего, знаете что, либо перейти на новый уровень, да? Вообще легкие отношения хочет. Он не хочет того, чтобы вы на него злились, да, отдалялись от него. Если у вас есть дети, здесь не исключаю того, что женщина, может, осталась с детьми, да, и отстранилась от него. Он этого не хочет. Если нет детей, он хочет, понимаете, как вот дурачок, вот просто, вот прими меня таким, какой я есть. Что ты еще от этой женщины хочешь? Что хочешь? Чтобы вы перестали молчать, чтобы, понимаете, здесь начали опять проявлять чувства в него, вкладываться, вот именно эмоционально, любить его должны вы, боготворить, принимать вот таким, вот если он дебил у вас, вот принимать таким дебилом. Если он у вас там проститутка в штанах, ну будьте добры, примите мальчика. Но он понял одно, то, что вы не хотите, вы для себя поняли, что все, эти отношения мне не нужны, отрезали и выбросили, понимаете? Он хочет, чтобы вы уже перестали молчать, а вы как будто здесь затаились. Понимаете, от вас нет ни словечка, ничего нет, ни звонка, ничего, ни смс. Все, женщина здесь как будто, знаете, сказала: хороший братец, все, давай, до свидания. А он хочет, чтобы вы прекратили уже общаться. Ой, молчать наоборот. Что ты еще хочешь от этой женщины? Что хочет? А он хочет, чтобы было как раньше. Не закрывайтесь от него, чтобы между вами не было расстояния, чтобы вы ему так же, как раньше, доверяли ему. Ага, такому доверяй, да? Понимаете, вот так. Если есть общие дети, он хочет видеться с детьми. Позвольте ему. Что ты еще хочешь от этой женщины? Ну пойми меня, но не могу я сейчас помогать тебе. У меня сейчас сложная ситуация. Я сам попал. Я сам сейчас в такой позиции, что не могу тебе ничем помочь. Ну и злюсь на тебя, обиды есть на тебя. А что у тебя, что там в жертвенной ситуации? Что там такое у тебя? Ну что? Ну все. Я теперь тоже, я не как раньше.
Тоже к себе особо близко не подпускаю никого. Карьера как-то не развивается. Дела привстали. Много бумаг есть. Передвигаюсь очень много. Не доверяю тоже никому. А чё ж так у тебя? Чё ж так у тебя? Да не пруха у меня. В работе у меня с работой проблемы. Может, он работы мог лишиться. Но он говорит, я переживаю очень много по поводу денег у меня. Денег не хватает, вот переживания, не знаю, что делать. Ладно, что ты напоследок хочешь этой женщине сказать? Напоследок что? Оплакиваю я наши отношения. Хочу вернуться. Примешь ли ты меня такого или нет? Я разочарован. А в чем у тебя разочарование, с чем у тебя связано? Ну, доигрался я, придурок. Я, придурок, сам доигрался. Давались мне шансы, не воспользовался. Я же любителю сидеть на 2-5 стульях, да? Играться люблю. Мне нравится, когда вот чем больше людей, тем я себя комфортнее чувствую. Да, конкретно это несколько женщин. Ну, я не знаю, может, там какие-нибудь интересные пары меня смотрят, да? Но я люблю вот усидеть. Люблю пользоваться людьми. Ну и сам в оконцовке попадаю сам в свою ловушку. Ну и что, ничего не добился, допрыгался, что я теперь не нужен тебе, ты меня, придурка такого, не принимаешь. Ну и я сам знаю. Ну и помимо этого, корона давит, не хочу признаваться. А так меня, да, конечно, помотала жизнь, мотает. И что, уничтожен я за свои вот эти, да, выпендривался. Ну и что еще? Побежал я за финансами. Посмотрите, вот его император и крушение. Ну, что я вам скажу? Ваш мальчик выбрал, скорее всего, более материально обеспеченную женщину, да? Что-то у него там не выходит ничего. Крушение. Бедный ваш мальчик с пальчик. Что строил, то рушится на данный период времени у него. А все из-за его характера. Ну и, в принципе, он такой паршивенький сам. Видите, какой мужчина стабильность искал? Да не там искал. Проблема вот в чем. Плюнул на одну, думал, что ничего не будет взамен, да? Но мужчина здесь такой вот интересный. Ну и получил по шапке. Соответственно, естественно, он... А вот теперь у него, посмотрите, эмоционально, как это неприятно принимать. Реальность. Жизнь рушится у вашего принца молодого. Почему? И вы что-то не бежите, изменились, что-то притаились. От вас ни слуху, ни духу. Ну и в оконцовке его вымышленный император до чего его довел, да? Как говорится, что хотели, то и получили. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Благодарю вас за обратную связь. Будет очень интересно почитать ваши комментарии. И также обращайтесь ко мне за личным раскладом. И как всегда я вам скажу, до скорой встречи.